Как я уже и говорил в ролике про фонарик D85, можно купить намного более интересный фонарик, и этот фонарик V7. У некоторых продавцов он проходит как Boruid. Но, на мой взгляд, фирма Boruid – это такой себе сферический конь в вакууме. Мне кажется, это просто АМ-продукты, на которые иногда наносят надпись Boruid. Я, возможно, ошибаюсь, напишите в комментариях. А пока переходим к обзору. Итак, данную версию я сходу нашел за 7,4 евро. Можете даже, наверное, дешевле найти, можете найти дороже, но тем не менее стоит он недорого, но при этом это довольно интересный фонарик-наключник и в принципе даже можно использовать как реальный фонарик. Он выдает якобы 1100 люмен, это, конечно, дело мы проверим, так как распечатывать у нас вариантов нету, есть только вариант открыть. Итак, к нему идет инструкция. Наконец-то максимально минимальная инструкция. Из инструкции мы узнаем минимальный режим 25 люмен, 120 часов. В 120 часов не верю, в 25 люмен верю. Следующий режим 12 часов 65 люмен, 120 люмен 270 минут, 410 люмен 225 минут и 1100 люмен 95 минут. Вот это мы проверим. Если данный фонарик просветит минуту в 1100 люмен, то либо это не 1100 люмен, либо это не этот фонарик. В общем, проверим дальше. В нем установлено 3 светодиода 351B, что бы это ни значило. Светит он на 100 метров и встроен аккумулятор на 800 мА. Весит 52 грамма. Все это легко проверяется и, естественно, мы проверим. В комплекте вот такое вот кольцо еще идет к нему. Сам фонарик, шнур, USB и USB Type-C. Давайте для начала снимем клипсу и проверим, что она не сломается, потому что были прецеденты. Вот таким образом выглядит фонарик без клипсы. И как мы видим, спереди у нас есть 3 светодиода, которые выдают 1100 люмен. И с обратной стороны у нас 4 дополнительных светодиода. Это ультрафиолет, красный свет, синий свет и белый свет. Также у нас есть вот такой вот порт заряда Type-C. Особой водозащиты здесь нету, что-то около IPX5. Итак, для начала давайте замерим, а потом уже перейдем собственно к свету. Ширина 33,3 мм, толщина 13,7 и высота 64,3 мм. Фонарик довольно компактный, а весит он 46 грамм, пускай будет. Даже 49 с клипсой. Как вы видите, на спине у данного фонаря ничего интересного нет, поэтому клипсу мы одеваем, и я думаю, снимать ее вообще не стоит. Его так даже удобнее держать, плюс можно крепить на джинсы. Выглядит это вот таким образом. И, естественно, у нас используется тир-оптика. Дополнительные светодиоды включаются вот такой вот клавишей с молнией. И, кстати, для темляка здесь довольно-таки много места. Где-то вот такое кольцо, но опять же можете любой темлячок прицепить, здесь для него места более чем достаточно. Если нажать и удерживать, то включается белый светодиод, отпускаем, выключается. 2 нажатия и первым у нас включился ультрафиолет. Переключаются режимы однократным нажатием. Итак, красный светодиод около 4 люмен выдает. Далее у нас идет мигающий красный. Далее у нас идет вот такая вот полицейская сирена. И, кстати, синий довольно яркий. И основной белый свет около 5000 кельвинов. Строба не замечена, светит нормально, яркость не регулируется. И в конце у нас идет вот такой вот ультрафиолет. Вот таким образом он светит в ванной. Как вы видите, никаких следов жизнедеятельности с помощью него вы не найдете. Будут светиться только целлюлоза, ну и еще какие-нибудь хлопчатобумажные изделия. Естественно, купюры вы тоже им проверить не сможете. Да, в полной темноте будут какие-то отражения, но в реальной жизни вы его использовать, к сожалению, не сможете. Использовать, конечно, сможете, просто толка от этого не будет. Давайте посмотрим, как он светит в подъезде. Вот таким образом идет красный мигающий. Также мы видим вот такую вот полицейскую сирену и, естественно, белый свет. Все это не очень яркое. Белый свет выдает около 20 люмен, все остальное на порядок меньше. Красный свет, мне кажется, выдает максимум 5 люмен. Как для дополнительного света, этого вполне себе достаточно. Итак, с дополнительными светодиодами разобрались, а вот есть ли магнит, мы не проверили. Магнит есть, магнит не самый крепкий. То есть он у вас будет держаться, но нужно цеплять аккуратно, потому что может отпасть. Логика работы основного светодиода абсолютно такая же. Зажимаем, получаем 1100 люмен. Отпускаем, 1100 люмен не получаем. Конечно же, вам интересно, каким образом он светит в турборежиме. Итак, включаем. Как мы видим, буквально через пару секунд он начинает терять яркость, а вот после 10 секунды он ее начинает активно терять, и на 16 секунде приблизительно он теряет 2/3 и дальше продолжает держать аж до 30 секунд. Дальше продолжать я смысла особого не вижу, потому что дальше будет опять же медленное проседание, а в общем турборежим около 16 секунд. Учитывая цену данного фонаря, это хороший результат.
Но вот вопрос, есть ли здесь 1100 люмен? Для этого мы пригласили вот такой вот фонарик на 1000 люмен. В том, что Ice Beam светит 1000 люмен, я уверен, потому что сравнивал и показатели сходятся. Будем его использовать как эталон 1000 люмен. Здесь, напомню, 1100. Сейчас включена подсветка, мы ее полностью выключаем и получаем около 0 люкс. Первым включаем, естественно, Ice Beam. Около 101 люкса. Далее включаем V7 и получаем 115 люкс. Ну, естественно, он быстро падает. Давайте еще раз проверим. 98, ну, естественно, немножечко упало. Я приятно удивлен, несмотря на то, что 1100 люмен он выдает 3 секунды, но он их реально выдает. Потом он выдает около 1000 люмен, и до 10 секунд они приблизительно до 800 люмен падают, но тем не менее, для такого фонарика и такой цены он реально пару секунд выдает 1100 люмен. Кто-то посмеется, но на самом деле больше минуты еще ни один фонарик в турборежиме не светил, независимо от цены. 50, 80, 20, 30 евро, в общем, светят они все приблизительно меньше минуты. Естественно, всем интересно, как же он светит на улице. Итак, 25 люмен, потом у нас идет 65 люмен, 120 и 410 люмен. Как вы видите, 410 уже вполне себе ярко. А если мы включаем 1100, вообще в этом саду видно все, что можно увидеть. Дополнительные светодиоды у нас, конечно же, не такие яркие. Их на улице вообще нет смысла включать. Единственное, где удобно использовать данные светодиоды, это, к примеру, при подсветке замочной скважины. Вы нажали, подсветили, отпустили, не светит. Либо же включили, подсветили и убрали. Не очень широкий луч засвета, и в некоторых вариантах использования это будет удобно. Я его проверил и еще в более сложных условиях. Справа мокрый асфальт, слева трава. И, как видите, начиная с 25 люмен уже что-то видно. Потом у нас идет 65. Далее у нас идет 120, 410 и, естественно, максимальный режим на 1100 люмен, который просвечивает очень неплохо вдаль. Да и, в принципе, боковая засветка получается довольно-таки приличная. Если внимательно посмотреть, то есть несколько ступеней боковой засветки. И последняя ступень довольно-таки широкая, наверное, 160-150 градусов. Она совершенно не яркая, но тем не менее она есть. Основная же часть света попадает приблизительно в 70 градусов. На деле же мы получаем довольно-таки приятный рассеянный свет. Кстати, фонарик вот в режиме 400 люмен греется очень неплохо. То есть он весь прогревается, и реально у нас есть интерфейс, который передает тепло от светодиода к корпусу фонарика. Кстати, на максималочке он неплохо припекает руку. И, конечно же, вам интересно, может быть, нас надули с емкостью аккумулятора? Я проверил. И, как видите, емкость даже больше заявленной. Скорее всего, есть какие-то утечки. Не думаю, что больше 800, но тем не менее, здесь есть честные 800 мА. Для такого размера фонаря это отличный результат. И, кстати, анодирование здесь довольно-таки прочное. Я давал его играться ребенку, он его кидал, ронял. В общем, никаких явных следов эксплуатации не замечено. Из положительных особенностей, те, что я заметил, нету абсолютно димминга. На минимальном режиме, на максимальном, независимо от режима, димминга нет, это приятно. Единственное, конечно же, не хватает минимального режима, ну хотя бы на 3 люмена, 25 немножечко многовато. Вот если бы был еще и минимальный режим, я бы просто рекомендовал его как один из лучших компактных фонариков. Так что из минусов я могу отметить только слабоватый магнит и отсутствие Moonlight режима. В остальном, учитывая цену 7,5 евро, даже 7,4 евро, это хороший фонарик получился. Естественно, в минусы можно записать ультрафиолетовый диод, который по факту особого смысла не несет. Но опять же, учитывая цену фонарика, наверное, нормальный диод сюда поставить не смогли. А в остальном же есть дополнительные режимы, яркий основной режим, есть клипса, чтобы удобно носить на кармане. Ну, в общем, за 7,50 это получается отличный наключный фонарик. Хочешь дешево, сердито и ярко? V7 тебе определенно подойдет. К сожалению, нет Moonlight. А в остальном неплохой фонарик получился.